Итак, я приготовила ниточку, с помощью которой я буду вязать шнурочек. Можно любую ниточку взять, акриловую, хлопковую. Ну, у меня это полухлопок. Значит, и у меня уже скрученная она в две ниточки почему-то, не знаю. Ее можно вязать в одну ниточку. Можно провязать, ну, вы поняли, да, это шнурочек, который завязывается на самом, стягивается сам рюкзачок. Вот, и, значит, у меня это будет в две нити. Крючок я приготовила 2,5. И такой шнурочек я вязала и в одну нить. Просто подходящий цвет у меня в две нити. Я уже не буду перекручивать его в одну. Ничего страшного не будет, если он будет немножечко толще. Значит, сам шнурочек можно связать либо просто воздушные петли, сами воздушные петельки, и на концах какие-то бусинки, может быть, сделать, привязать. Ну, а я буду вязать шнурочек. Значит, для этого я отматываю где-то приблизительно 2,5 метра хвостик. Вот я отматываю. У меня, конечно, как-то он скручен непонятно. Но это уже давно ниточка, не знаю, почему я так ее скрутила, как-то странно. Вот. Так, сейчас я померяю. Так, 1, 2 и 3. О, много накрутила. Вот. Вот это такой вот хвостик я оставляю. А этот уже будет на ниточке. Где-то 2,5-3 метра. И теперь хвостик я кладу на ручку, а ниточка с моточка я кладу вот так вот. Теперь просто делаю воздушную петельку. Вот так. Сделала воздушную петельку, как обычно мы делаем воздушные петли, только у нас будет большой хвостик. Теперь, как мы будем вязать? Я захватываю крючком хвостик, захватываю ниточку на самом мотке и провязываю, делая как бы столбик без накида. Опять захватываю хвостик, захватываю ниточку на мотке и провязываю. И таким образом я вяжу такой шнурочек. Еще раз показываю. Значит, вот ниточка, хвостик. И вот так вот две ниточки между пальчиком. Захватываю хвостик, захватываю ниточку на мотке и провязываю столбик без накида. И таким образом вяжем с вами то количество, ту длину, которая нам необходима. Хвостики потом можно обрезать. Вот для чего нужен длинный хвостик, потому что он тоже у нас в работе. Вот, и таким вот образом получается вот такая вот веревочка. Захватываем хвостик и на моточке. Хвостик и на моточке. Сначала захватываем хвостик, делаем накид и провязываем его ниточкой на моточке. Вот так. Все, давайте провяжем нужное количество нам, нужную длину. И она мне нравится, что она пружинится, закручивается. Ну и таким тоже декор получается в рюкзачке. Не просто веревочка висит. Все, давайте провяжем. Итак, вот я провязала то количество. И вот у меня остался небольшой хвостик. Вот хвостик у меня коротенький такой. Я его довязываю. Если будет слишком длинная веревочка, ее можно завязать на бантик. Это, ну, как бы нету в этом ничего. Если вам длинно, ну, то есть вы просто
обрезаете. И как я делаю? Я полностью все 2 хвостика провязываю и вывожу. И таким образом затягивается у меня ниточка. Дальше я делаю узелок. Все. И обрезаю хвостики. Хвостики я подпаливаю. Все, и веревочка готова. Сюда можно повязать какие-то бусинки, чтобы закрыть вот это вот некрасивые эти. Или сделать вот такие. Но это мы уже когда... Вот такие узелочки. Все, веревочка готова. Теперь давайте приступим к мордочке. Итак, начинаем с вами вязать носик. Носик я вяжу такой бледной розовой ниточкой, которой мы вязали начало лапок наших. Этой же ниточкой я вяжу и носик. Набираю 2 воздушные петли. Уже вяжу четверочкой. 2,5 только мы вязали веревочку для рюкзачка. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь второй ряд, все 6 прибавочек. Хвостик тоже вяжем. В первую петлю я ставлю маркер. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Третий ряд. 1 столбик без накида, следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. Первую петлю ставлю маркер. Всего 6 повторений должно быть, и в третьем ряду у нас 18 столбиков без накида. Столбик без накида и прибавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, вот такая деталь. 4-й ряд. Снимаю маркер и провязываю 9 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующие 9 петель я провязываю полустолбиками с накидом. Делаю накид и провязываю 9 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 5-й ряд. Снимаю маркер и провязываем 2 столбика без накида. Первую петлю ставлю маркер.
Дальше прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 2 столбика без накида. Дальше прибавка. Дальше опять 2 столбика без накида и прибавка. Это мы провязали столбики без накида. Дальше мы провязываем с вами полустолбики с накидом. В следующую петлю я провязываю прибавку. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше провязываю 1 полустолбик с накидом. Дальше опять прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. В следующую 1 полустолбик с накидом. Дальше опять прибавка. В следующую 1 полустолбик с накидом. В следующую опять прибавка. В следующую опять 1 полустолбик с накидом. И в конце прибавка. Вот такая деталь получается. Вначале мы с вами сделали 3 прибавки столбиками без накида, а внизу уже сделали 5 прибавок полустолбиками с накидом. В 5-м ряду у нас получается 26 петель. 6-й ряд. 6-й ряд провязываем без прибавок, 12 столбиков без накида и 14 полустолбиков с накидом. То есть всего 26 петель. 12 столбиков без накида и 14 полустолбиков с накидом. Давайте провяжем. Итак, такая деталь получается. 7-й ряд. 7-й ряд. В 7-м ряду провязываем 12 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. И провязываем. 2 провязали уже. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше вяжем по схеме. 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Дальше прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше опять 4 полустолбика с накидом. Так, 2, 3 и 4. И опять прибавка. И до конца ряда 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Таким образом, в 7-м ряду у нас получается 28 петель. 8-й ряд. Провязываем опять 12 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. Так, это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Дальше вяжем опять по схеме 5 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше опять 5 полустолбиков с накидом. 2, 3,
4 и 5. И опять прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. И до конца ряда 5 полустолбиков с накидом. Ой, 4 полустолбика с накидом. Я прошу прощения. 4. Все. Теперь в 8 ряду у нас получается 30 столбиков всего по кругу. И 10 ряд мы провязываем так. 12 столбиков без накида и 18 полустолбиков с накидом. То есть без прибавок и убавок, только в начале мы провязываем 12 столбиков без накида, а внизу 18 полустолбиков с накидом. И всего получается 30 петель в 10 ряду. Давайте так провяжем. Итак, провязали мы 10 рядов. У нас получается по кругу 30. Впереди у нас 12 столбиков без накида. Что нам нужно теперь сделать? Теперь нам нужно вывязать накладку на носик. И как мы будем делать? Если вы вяжете для мальчика, то эту ниточку основную уже можно обрезать, закрепить ее. И прикрепляем другого цвета, отступив от конца там, где мы закончили, 4 петелечки. 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли у нас будут задействованы. 1, 2, 3, 4. То есть мы 12 петель разделили на 3 части, и серединку 4 петли мы с вами с этого момента будем начинать. Опять же, повторюсь, если вы вяжете для мальчика, основную ниточку мы убираем желтого цвета и голубую присоединяем к пятому, получается, к 5-й петельке от столбиков без накида. Начинают столбиков без накида. То есть отступаем 1, 2, 3, 4. Следующие 4 петли, они будут задействованы. Давайте я вот так вот. То есть с 5-й петли начиная. 1, 2, 3, 4. И заканчиваем здесь. То есть вот эта вот часть... С вот этой вот частью мы будем с вами работать, начинать отсюда. Но так как у нас для девочки один и тот же цвет, то мы просто сделаем переход соединительными столбиками. Просто соединительными столбиками. Мы не будем обрезать ниточку. Надеюсь, понятно объяснила. Так, теперь снимаю маркер. И начинаем продолжать вязать. То есть делаем 4 соединительные петли. 1, 2, 3 и 4. Все, теперь со следующей петли мы провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю в обратную сторону 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. То есть мы вяжем поворотными рядами. Теперь третий ряд. Делаю одну воздушную петлю, разворачиваю вязание. В первую петлю я провязываю прибавку. Затем 2 столбика без накида. И в конце прибавка. Дальше 1 воздушная петля и 2 ряда мы с вами провязываем 6 столбиков без накида, без прибавок и убавок. То есть 4 и 5 ряд мы с вами провязываем по 6 столбиков без накида. Провязали мы 4 ряд, 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем следующий 5 ряд, 6 столбиков без накида. Стула скрипит ужасно. Вот так. Теперь 6 ряд.
делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание, провязываю прибавку в начале, затем 4 столбика без накида, 2, 3, 4 и в конце прибавка, 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание. У нас получается в 6 ряду 8 столбиков. И 7 ряд провязываем 8 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Восьмой ряд делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю в начале прибавку. Дальше провязываю 6 столбиков без накида, 5 и 6 и в конце тоже прибавку, 2 столбика без накида в одну петлю. В 9 ряду, в 8 ряду у нас получается 10 столбиков, делаю воздушную петлю и 9 ряд я провязываю 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот такая накладка у нас получается. Теперь что мы делаем с вами? Значит, если мы вяжем, допустим, носик, если это носик для девочки, то обвязку мы продолжаем делать обвязку по всей детали. То есть мы не обрезаем ниточку, делаю воздушную петлю и продолжаем делать обвязку по всей детали. Провязываю сюда 3 столбика в уголочек, 3 столбика без накида, так как по уголочкам у нас будет по 3 столбика. И дальше продолжаю в каждый ряд провязывать столбики без накида. Если вы вяжете для мальчика, то обвязку мы делаем теми цветами, которыми у нас была и носик, и накладка. То есть желтой обвязкой у нас будет носик полностью, вернее мордочка, а накладка уже на носик будет голубая. Поэтому мы меняем ниточку и обвязку уже делаем тем цветом, которым у нас накладка на носик. То есть мы меняем цвета. Все, делаем обвязку по всей мордочке. Столбиками без накида. Перехожу на накладку. Доходим до угла. На углу я провязываю, вот здесь вот я провязываю 3 столбика без накида в один уголочек, в одну петлю. И дальше провязываю до конца. Здесь я не довязываю, так как я уже здесь провязала, я просто делаю соединительный столбик. Обрезаю ниточку. И фиксирую. Все, вот такой вот носик у нас, мордочка с носиком получилась. Вернее,
с накладкой на носик. И теперь давайте с вами свяжем брови. Итак, начинаем вязать брови. Брови у нас так первая выглядит вот таким вот образом. И давайте свяжем вторую. Беру точно такую же пряжу светлую, светло-розовую. И набираю 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь со второй петли от крючка я провязываю 9 соединительных столбиков. Вот так по цепочке я возвращаюсь назад по соединительным столбикам. Все, вот такая вот бровка получается. Теперь я обрезаю ниточку, фиксирую ее. Теперь завязываю на узелочек. Теперь смотрите, я обрезаю немножко хвостики. Теперь снимаю пушок с этих ниточек. С одной и со второй. И еще раз завязываю ниточками узелочки. Так как мы не будем с вами их никуда прятать, чтобы они не распустились, не развязались, я ниточками делаю на 3 раза узелочки, обрезаю и немножко поджигаю. Все. Вот такие бровки готовы. Все, теперь давайте свяжем с вами носик. Итак, начинаем вязать носик. Я взяла крючок 2,5 и джинс. Ярнар джинс у меня черный. Итак, набираю в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Ниточка черная, возможно, будет плохо видно, но я буду все говорить. Итак, теперь второй ряд. В первую петлю я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. И в первую петлю я ставлю маркер. Вот в первую петельку я ставлю маркер. Дальше я провязываю 1 столбик без накида. В следующую петлю я провязываю опять 3 столбика без накида в одну петлю. 2 и 3. Дальше 3 столбика без накида по цепочке. Дальше в следующую петлю я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. И в конце провязываю 1 столбик без накида. Вот такая вот получается. Подтягиваю хвостик. Вот такой получается. Значит, во втором ряду у нас получается 14 столбиков. Итак, снимаем маркер и провязываем третий ряд. Провязываем 1 столбик без накида и ставлю маркер в первую петлю.
Дальше я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Дальше я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше в следующую петлю провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. И в конце провязываю до конца 2 столбика без накида. Вот такой вот получается носик у нас треугольный. Дальше в третьем ряду у нас получается 20 столбиков. Четвертый ряд. Снимаю маркер, провязываю 2 столбика без накида. 1 и 2. В первую петлю ставлю маркер. В первый столбик. Дальше, провязав 2 столбика без накида, в следующую петлю я провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Дальше я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. Дальше провязываю 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2 и 3. И до конца ряда я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот такой носик получается. Теперь я снимаю маркер. Снимаю маркер. И чтобы у нас не было расхождений посерединке, я продолжаю вязать до уголочка. До уголочка продолжаю вязать соединительные столбики. 1, 2, 3 и 4. Вот мы провязали до уголочка. Теперь обрезаю ниточку подлиннее, так как мы будем ею шить. И делаю соединительный столбик. Фиксирую ниточку. Все, вот такой вот носик у нас получается. Вот такой вот. Там, где у нас 7 столбиков без накида, это будет наша верхушечка. Там, где заканчивается ниточка, у нас будет низ. Итак, первый белочек я уже вывязала. Теперь давайте свяжем с вами второй. Беру опять крючок номер 4. У нас колокол. Живу близко возле церкви, поэтому я надеюсь, вам не слышно. Итак, набираю 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Цепочку из 8 воздушных петель. С третьей петли от крючка я провязываю прибавку столбиками с накидом. Полностью белок мы будем вязать столбиками с накидом. Поэтому делаю накид, отсчитываю 1, 2, 3 и в третью петлю я провязываю прибавку.
2 столбика без накида, ой, 2 столбика с накидом, я прошу прощения, с накидом. Ставлю маркер в первую петлю. Дальше по цепочке я провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь последнюю петлю я провязываю 4 столбика с накидом в одну петлю, последнюю. 1, 2, сюда же 3 и 4. Дальше разворачиваю вязание, хвостик мы вяжем, и по второй стороне мы провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. И в последнюю петлю провязываем прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. Провязали первый ряд, снимаю маркер и делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Первый ряд готов. Теперь набираю 2 воздушные петли подъема. Воздушные петли не считаются за столбик, поэтому в эту же петлю я провязываю прибавку. 2 столбика с накидом в одну петлю. 1 и сюда же 2. В следующую петлю опять прибавка. Дальше по цепочке я провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываю 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, третья и четвертая. Дальше по цепочке провязываю 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. И в конце провязываю 2 прибавки. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все, вот такой вот белок получается у нас. Теперь я его обрезаю и фиксирую. Хвостики с этой стороны завязываю. И коротенькие оставляю. Все, белочки готовы. Теперь давайте вышьем зрачки, свяжем зрачки. Итак, первый зрачок я уже связала, вышила блики. И давайте свяжем с вами точно такой же второй зрачок. Опять же, я беру плюшевую черную пряжу. Ее надо буквально немного, четверочку. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Обрезаю ниточку.
по длине, это как мы будем ею пришивать. И делаю соединительный столбик и фиксирую ниточку. Вот такой зрачок получается. Теперь возьмем толстую иголочку, двойную белую ниточку, у меня это полухлопок джинс. Можете взять любую другую, мулине или какую-то любую другую. И просто вышиваю, оставляю хвостик небольшой и просто 2 раза вышиваю через 2 петельки у меня получается. Вот так вышила блик. И теперь внизу просто делаю такой вот через 1 петельку, как бы еще один маленький. Тоже 2 раза. Все, теперь обрезаю хвостик. Вот, и теперь просто завязываю на узелочки. Так как мы зрачок будем пришивать, его абсолютно не будет эти хвостики видны. И этот черненький тоже можно зафиксировать и завязать. Все, обрезаем хвостики. Не прячем ничего, мы их просто пришьем. Все, вот такой зрачок второй готов. И теперь давайте, что у нас осталось? У нас осталось ушко. Давайте свяжем ушко. Итак, ушко у нас состоит из 2 частей. Мы его набиваем. Значит, рыжая пряжа, то есть цвет верхнего рюкзачка. И накладка тоже бледно-розовая под цвет мордочки, под цвет лапок. И давайте с вами свяжем сначала накладку на ушко. Набираем 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка 1 столбик без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываем второй ряд 2 столбика без накида в 1 петлю. То есть прибавку. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, в 3-м ряду провязываем 2 прибавки подряд. Первая прибавка и в следующую, во вторую, вторая прибавка. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем 4 столбика без накида. Без прибавок и убавок. Теперь воздушная петля, разворачиваю вязание, в первую петлю прибавка. Дальше 2 столбика без накида и в конце прибавка. 6 столбиков у нас получается в 5-м ряду. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 6 столбиков без накида. Вот такая накладочка получается у нас. Теперь делаю воздушную петлю. И мы будем с вами делать обвязку вот по в 2 стороны. Поэтому сюда провязываю. Столбиками без накида в каждый ряд я провязываю. А в центр, центральную петельку, я провязываю 3 столбика без накида в 1 петлю. Дальше прикладываю хвостик и вяжу вместе с хвостиком на второй стороне, по второй стороне.
Вот такая накладочка получается. Значит, я обрезаю подлиннее, так как я буду нею пришивать. Хвостик этот обрезаю. И фиксирую ниточку. Все, вот такая накладочка получается у нас. Теперь давайте свяжем ушко. Итак, начинаем вязать ушко. Начинаем вязать рыжей пряжей. Крючок четверочка. И набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше провязываю 6 столбиков без накида. Второй ряд без прибавок и убавок. Я ставлю маркер в первую петлю. Так. Два, 3, 4. Хвостик подтягиваю. 5 и 6. Выворачиваю деталь сразу, потому что потом будет вот. Вывернула, хвостик подтягиваю. И теперь второй ряд. Ой, третий ряд. Третий ряд вяжу так. 2 столбика без накида, в первую петлю ставлю маркер. 1 и 2. И дальше прибавка. Так. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять 2 столбика без накида. И в конце прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. У нас получается в третьем ряду 8 столбиков. Хвостик можно уже спрятать, если он у вас еще есть. Так, 4-й ряд. Провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3 и прибавка. Дальше опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и прибавка. В 4-м ряду у нас 10 столбиков получается. 5-й ряд. 5-й ряд провязываем так. 4 столбика без накида. Первую петлю ставлю маркер. 3, 4 и прибавка. И опять 1, 2, 3, 4 и прибавка. В 5-м ряду у нас 12 столбиков. И так нам нужно провязать до 12 ряда. То есть в каждом ряду мы прибавляем петельку и делаем 2 прибавки. 6-й ряд 5 столбиков без накида плюс прибавка, так повторяем 2 раза. 14 столбиков в конце. 7-й ряд 6 столбиков без накида плюс прибавка, так повторяем 2 раза. В конце 16 столбиков. 8-й ряд 7 столбиков без накида плюс прибавка, так повторяем 2 раза. В конце 18 столбиков. 9-й ряд 8 столбиков без накида плюс прибавка, так повторяем 2 раза. В
конце 20 столбиков. 10 ряд 9 столбиков без накида плюс прибавка, так повторяем 2 раза, в конце 22 столбика. И 12 ряд 10 столбиков без накида плюс прибавка, так повторяем 2 раза, в конце 24 столбика. То есть идет ушко у нас на расширение по сторонам. Давайте провяжем до 12 ряда. Итак, связала я ушко, уже закрепила ниточку и обрезала ее. И теперь давайте пришьем сюда накладку. Значит, я уже приготовила. Вот эта накладка. Значит, хвостик, который у нас там, где мы закончили, то есть это низ, это верхушечка остренькая. И мы прикладываем вот таким вот образом. Значит, я уже одела иголочку. Отступить один ряд снизу. И вот просто пришиваем накладку на наше ушко. Мелкими стежочками пришиваем. Итак, связала я пришила я накладочку, уже набила ушки холофайбером средней плотности, такие, чтобы они были плоскими, вот такими. Вот так, потому что мы будем пришивать их только за один ряд. И вот такие ушки у нас получаются. Так, теперь давайте с вами пришьем носик. Ушки отставляем. Берем мордочку, берем носик, иголочку. И как я вам уже сказала, что вот этот вот хвостик, он будет у нас внизу. Теперь смотрите, отсчитываем от начала нашей накладки 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И вот это будет наше начало нашего носика. 5-й ряд заканчивается, и это будет начало нашего носика. Так, этот хвостик я сейчас вовнутрь его запихну, чтобы он нам не мешал. Вот так. Вот. И теперь еще раз отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот.
Итак, пришила я носик. Носик мы чуть-чуть набили холофайбером, чтобы он был выпуклым немножечко. Вот. И уже после того, как один раз мы прошили, тут остаются еще небольшие стежки, через них можно просунуть холофайбер, заполнить. И затем второй раз я прошила уже более плотно. Дальше я набила уже мордочку холофайбером, и мордочка наша готова. Теперь давайте глазки. Пришьем зрачки к белочкам. Значит, что нам нужно? Пришиваем мы зрачок на серединку нашего белка. Берем белок, берем наш зрачок. Зрачки должны быть одинаковыми, то есть смотреть, вернее, блики должны быть в одном направлении. Поэтому мы смотрим, чтобы наши глазки были одинаковые. И пришиваем на серединку, пришиваем наш зрачок. Давайте пришьем. Итак, пришила я зрачки к белкам. И теперь давайте будем уже оформлять сам клапан. Значит, прежде чем мы будем его пришивать все детали, я хочу озвучить, что пришивать, если это одного цвета, клапан и, допустим, вот ушки у меня одного цвета, значит, я оставляю ниточки для пришивания. Если пряжа отличается другим цветом, мы пришиваем обычной иголкой и обычной швейной ниточкой, для того, чтобы с обратной стороны не было ничего видно, для того, чтобы, было красивое оформление было. Вот. Поэтому для ушек я ниточки оставляла для пришивания, потому что клапан такого же цвета. А вот все остальные детали я не оставляла, потому что будем пришивать обычной иголкой и обычной, скажем так, обычной иголкой и обычной ниточкой швейной. И давайте приступим. Итак, приготовила я рюкзачок, и вначале мы будем с вами пришивать ушки. Ушки у нас будут находиться, вот я снимаю, вернее расстегиваю сам клапан. Вот у нас, сейчас я буду ручкой показывать, вот у нас ряд, где мы пришивали сами ручки, вот. И вот следующий ряд. Вот следующий ряд после ручек, это будет начало нашего, то есть мы будем пришивать к первому и второму ряду, получается, самого клапана. Мы будем пришивать его, отступить, вот обвязку мы отступаем, деталь, делаем ее плоской, и вот ставим ее вот между первым и вторым рядом, то есть мы будем вязать конкретно на первый и второй ряд, захватывая. И с этой стороны обвязку мы отступаем и пришиваем вот здесь. Вот таким вот образом мы будем пришивать за клапан и за ушко. Будем пришивать по кругу наши ушки. То есть конец ушка — это начало ручки. Вот конец ушка — это начало ручки.
И тут отступить, получается, саму обвязку. Чтобы ушки стояли симметрично, делайте их плоскими вот такими, чтобы получилось у вас пришить только за один ряд. Конец ручки – это начало ушек. Все, и давайте с вами пришьем вот так вот ушки плоско. Ушки. Я показывала, что ниточка рвется и очень крошится это. Поэтому я ее отрывала и пришивала по новой несколько раз для того, чтобы укрепить ушки. Теперь давайте с вами мордочку будем пришивать. Значит, мордочка у нас, значит, низ посерединке смотрим, чтобы у нас был прямо возле самого замочка. Возле самого замочка у нас будет низ. Мы эту мордочку немного так приплюснули. И вот сейчас будем закреплять иголочками. Вот здесь вот мы будем с вами пришивать. Поэтому мы вот так вот иголочкой обозначим, где у нас будет низ, вернее верх. Здесь мы будем тоже подкалывать. Вот, и теперь подколем низ. Вот, подкололи низ. И теперь мы будем пришивать. Хвостик этот будем прячем сюда вовнутрь. Вот, смотрим, чтобы это было симметрично, мордочка. Растянем ее вот так вот, чтобы она была такая вот растянутая по бокам. И теперь полностью пришиваем. Значит, мордочку мы пришиваем тоже
обычной иголочкой со швейной ниточкой, а вверх мы пришиваем и эту часть, и эту, и эту. То есть эту часть она будет полностью пришита, и мордочка. Все, давайте с вами возьмем обычную иголку с обычной швейной ниточкой и будем пришивать. Итак, пришила я мордочку. Мордочку я пришиваю. Везде я пришиваю все детали 2 раза. Поэтому второй раз я уже не стала вам показывать. То есть я пришила полностью еще 1 раз мордочку. Теперь ставим глазки наравне вот с верхушкой накладочки. То есть вот так вот. И близко очень к, ну, чтобы не видно было рыжего цвета. И получается... Глазки должны быть блики в одинаковом положении. И очень близко к мордочке вот так вот ставим глазки. И точно так же пришиваем глазки к клапану. Я уже приготовила иголочку. Все, и давайте пришивать.
Итак, пришила я глазки несколько раз. И теперь нам нужно пришить бровки. Бровки я пришиваю вот здесь, вот между, ну, где обычно у нас бровки. То есть между ушком и белком, отступив немного посерединке, как бы их буду пришивать. Буду пришивать за одну часть сначала, а потом за вторую часть. И бровки, начало, там где конец, ну, вот над белочками. В принципе, над белочками вот так вот буду пришивать бровки. Все, давайте пришьем. Связала я мордочку. Вот такая мордочка получается. За счет того, что мы вязали обычной ниточкой, здесь ничего не видно, никаких следов пришивания. Вот поэтому я и говорила, что пришиваем обычной швейной иголочкой. Дальше, теперь давайте с вами тесемочку эту вставим в наш рюкзачок. Значит, смотрите, приблизительно я вставляю в последний ряд, там, где мы провязывали не саму обвязку, а столбики с накидом. И вот здесь вот я начинаю через 4 столбика, через 3 столбика, как вам будет удобнее. Я просто вот так вот иголочками прохожусь по этому ряду. Так, убираю пока это. И как раз вот под самой ручкой у меня проходит не туда, на ряд ниже сделала, вот сюда, вот, и возвращаемся. Если там 3 будет 4, это не имеет значения. Главное, чтобы здесь впереди у нас было равное количество. Все, я снимаю с иголочки. Вот. И вот такая тесемочка у нас получается. Завязываем. И все. Так, теперь ручки пришиваем. Как мы пришиваем лапки верхние? Значит, я снимаю, вернее, разглаживаю вот так вот саму
веревочку. Кстати, у меня здесь есть узелочек. И здесь можно тоже сделать узелочек. Все, потом можно выровнять, так как они неравные, выровнять можно. Теперь давайте сделаем с вами, пришьем ручки. Как я пришиваю ручки? Сначала выравниваю полностью на серединку, делаю само донышко, вот так вот посерединке вставляю. И смотрю, складываю, делаю складочку, чтобы было на ножках ровно, по ножкам. Смотрю, чтобы ножки были параллельно сумочке. Вернее, складочка была параллельно сумке, параллельно ножкам. Вот так. Вот так складываю, чтобы у нас ножки и сумочка, складочка была ровная. Вот так. Не спешим, так нужно. Вот. И теперь пришиваем лапки верхние. Вот. Вот ножки идут, и ровно идет у нас рюкзачок. Складочка, вернее. Вот складочка с одной стороны и складочка с другой стороны. Так, теперь давайте пришьем с вами верхние лапки. Итак, начинаем пришивать. Я вставила уже иголочку. И теперь смотрите, как мы пришиваем лапку. Вот делим нашу лапку пополам. И половинку я пришиваю, накладываю, вернее, половинку лапки я накладываю прям на вот эту вот, там, где у нас идет смена нити. Вот по этому ряду я буду пришивать лапки. И я пришиваю половину лапки, я пришиваю как раз таки на сгибе самой складки. А вторую часть уже на складочке самой. Вот здесь я пришиваю. Так. Вот. И теперь разворачиваю складочку, и оставшуюся половинку я уже пришиваю на самой складочке. Пришиваю, как вы могли заметить, я 2 раза. В одну сторону сначала иду, затем во вторую. Пушистая пряжа, стежков не видно, поэтому делаю узелочек, вовнутрь вставляю, в общем, путаю ниточки внутри, вот так вот подтягиваю и путаю ниточки внутри детали. Вот так. И обрезаю хвостик. И все. Первую лапку мы с вами пришили. Вторую лапку пришиваем точно так же. Видите, она у нас тут получается на серединке складочки. Точно так же здесь. Вот наша складочка. Одеваю я ниточку. Теперь пальчики смотрят у нас вовнутрь.
И теперь смотрите, вот половину складки я пришиваю, вернее, за половину ручки я пришиваю на самой на сгибе, а на самой складочке уже пришиваю вторую половинку. Пришиваю я ровно, так как у нас смена нити идет, поэтому не стоит смотреть. Мы пришиваем просто ровно. И за складочку. Расправляем складочку и пришиваем уже на самой складке. Все, идем обратно. Здесь фиксирую узелочек. Можно еще раз. И вставляю в саму ножку и прячу ниточку, хвостики. Все. Пришили лапки. Теперь можно немного завязать. Можно на бантик, можно не на бантик. Вот. И вот такая вот собачка у нас получается. Теперь лямочки. Осталось последний штрих, это лямочки. Значит, как мы с вами будем лямочки? Сначала мы вставляем вот эти металлические, то, что мы регулировать будем лямочки. Вставила я вот таким образом. Вот эта перекладинка, она внутри находится. Смотрите, чтобы не перекрутилась у нас лямочка. Подтягиваем ее. Теперь за вот это колечко вовнутрь вставляем вовнутрь лямку. Теперь выдвигаем сюда. Теперь смотрите, вставляем вовнутрь и обхватываем вот эту серединку на металлической. Вот. Вот эту металлическую отодвигаем и вставляем, обхватываем вот эту серединку. И теперь вот эту часть мы пришиваем. Вот эту часть мы пришиваем. Я на одном конце оставила для пришивания, на втором будем обычной иголочкой пришивать. Все, и теперь просто пришиваем.
Итак, тесемочки я пришила. Надеюсь, у вас тоже все получилось, чтобы они были не перекрученные. И теперь последний штрих. Давайте вышьем улыбочку нашей собачки. Я взяла черную ниточку джинс, вставляю под самую мордочку и вывожу во второй ряд, вот во втором ряду. Хвостик оставляю и вот иду по несколькими стежочками по одному и тому же ряду. Смотрите, чтобы это было симметрично. Вот так вот как бы делаю. Так, смотрю, чтобы это было симметрично. И вот так, наверное. Вот так смотрим. Вроде бы симметрично. Так, теперь, что я делаю? Сделала несколько стежков, теперь просто вот вставляю между стежками, между стежками. И вот так по 2 раза в каждый стежок иголочку. 2 раза. В один и тот же стежок. И таким образом мы сглаживаем вот эти переходы. И оно более плавно получается. Вот, смотрите, более плавно получается. Теперь здесь я делаю как бы улыбочку. Или можно делать, можно не делать. Вот так. Теперь вставляю в это же отверстие, а вывожу с другой стороны. И с другой стороны делаю такую вот как бы улыбку. Вот. С одной стороны и с другой стороны. Так, поправляем все. И вывожу уже оттуда, откуда мы с вами заводили иголочку. Так, обрезаю ниточку. Здесь хвостики мы завязываем. Можно несколько раз. Вот, и вставляем вовнутрь. Все. Так, поправляем все. Все, наша собачка готова. С ручками, с ножками, с хвостиком. Все регулируется. Все здесь есть, стянуто, стягивается. Все, собачку мы с вами связали. Теперь я хочу рассказать по пряже. Значит, пряжи у меня осталось каждого мотка вот постолько, по чуть-чуть. То есть на такой рюкзачок уходит ровно 3 мотка. Разные, конечно, пряжи, но ровно 3 мотка получается, потому что, ну, это уже кусочки, только на змеек пойдет или на черепашек. То есть по чуть-чуть остается с каждого моточка. Ну, белое и черное, это вообще там мизер пошло, поэтому я его даже не считаю. Вот. Поэтому на такой рюкзачок с лапками, именно на этих собачек уходит 3 моточка. Ну, еще, конечно же, зависит от того, сколько получается на заводе сделали метраж. Потому что, видите, не совпадает метраж. Очень довольно-таки сильно не совпадает. Ну, в принципе, мы уложились. У нас все получилось. Все, мы с вами закончили. Сейчас я вам покажу второй рюкзачок. Итак, вот такие вот рюкзачки у нас получились. Надеюсь, у вас тоже. Вам все понравилось. На сегодня все. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Тогда до следующих мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.